Мужчины, здравствуйте! Я приветствую вас у себя на канале. Сегодня будет общий расклад на одну позицию на тему, кто очень сильно хочет вас увидеть. Кому вы сейчас интересны и кто думает о встрече с вами. Итак, досмотрите это видео до конца, потому что я буду рассматривать всех женщин, которые будут выходить в раскладе. Ну а вы сможете понять, какая именно история, какая именно женщина будет резонировать с вами. Также напоминаю о том, что для обращения за личными консультациями мои контакты указаны на экране. Итак, поехали. Какая женщина хочет с вами встречи? Так. Выходит императрица с четверкой мечей, аркан солнца и колесница. У кого-то женщина-императрица с достаточно завышенной самооценкой сейчас очень сильно думает о том, что как бы так к вам подобраться. С учетом того, что открыл расклад четверка мечей карта, это говорит о том, что она давно уже то ли не выходила на связь, то ли молчала, то ли игнорировала, то ли делала вид, что она о вас забыла. Здесь женщина, которая очень эгоистична, она, кстати, может быть очень красива, может быть и не сколько физически красиво, сколько вот есть у человека какая-то изюминка, у человека может быть какая-то харизма. Потому что императрица это либо красиво внешне, либо очень привлекательно энергетически, либо она может быть очень какая-то такая, знаете, вот издающая вот какую-то такую женскую энергетику, что вот мужчины просто на нее западают. Хотя визуально может быть, кстати, и обычная. Но вот императрица, она такая. То есть она всегда выделяется из толпы. И всегда еще по аркану солнца вдобавок. Это женщина, которая очень вкусная для мужчин. Здесь женщина, с которой, видимо, вы давно не общаетесь. Что у нее к вам? Ну, здесь у вас, знаете, здесь могло быть... Смотрите, в этой женщине на самом деле очень интересны, очень нравитесь, но здесь могло быть такое, что либо вы разъехались, может быть, она уехала там на учебу за границу, может быть, она уехала на работу за границу, может быть, женщина здесь ушла, не знаю, в свой бизнес. Ну, то есть здесь что-то связано с финансами, здесь что-то может быть связано с обучением, с новой работой, с какими-то новыми карьерными достижениями. И вы на этом фоне могли с ней разругаться. И сейчас она понимает, что ее дела могли, например, пойти очень круто в плане работы, в плане финансов, в плане перспектив. Но при этом вы, может быть, здесь либо обиделись, либо она поняла, что она как-то неправильно расставила приоритеты, и вы замолчали. То есть, по сути, здесь карты не говорят, что у вас какая-то была там прям серьезная ссора. Здесь скорее как недопонимание, и женщина здесь что-то выбрала не то. А ну, давайте спрошу, это могло бы связано с другим мужчиной? Ну, да, в принципе, такой вариант здесь тоже может быть. Здесь у кого-то может быть вариант, что она выбрала другого мужчину, у которого больше денег, чем у вас. Поэтому повторюсь, у кого-то это будет перспектива за границей, у кого-то она выбрала, например, построение карьеры, а не отношения, и вы расстались на этом фоне. А у кого-то здесь вы расстались, потому что она начала отношения с другим мужчиной, у которого больше денег, чем у вас. Сейчас эта императрица, она думает о том, что она очень сильно хочет на самом деле вас увидеть. А зачем? Зачем тебе эта встреча? Ну, потому что здесь вы очень давно молчите. Здесь у кого-то до полугода может быть уже молчание. Самое интересное, смотрите, что она хочет выйти с вами на связь даже не как с мужчиной, а скорее как с другом, как с человеком.
Здесь такое ощущение, что, знаете, вот она может чувствовать какую-то вину, она может чувствовать, вот, что как-то она некрасиво поступила. Знаете, вот здесь ощущение, что хочется с вами поговорить, хочется... Ну, опять же, мальчики, расклад общий. Потом помним о том, что у всех это будет отыгрываться по-разному, потому что это не личный расклад. То есть у кого-то здесь может быть так, что женщина хочет попросить прощения, но не у всех. У кого-то здесь будет отыгрываться, что она просто хочет с вами встретиться, чтобы обговорить вот эту ситуацию, которая произошла между вами. Здесь просто, как знаете, вот ощущение какой-то недосказанности, ощущение, что вот как-то ее мучит, ну, у кого-то чувство вины, как я говорила, там чувство совести, да, а у кого-то ощущение, что, ну, как-то не по-человечески между вами получилось, и вот хотелось бы как-то по-человечески с вами поговорить. А зачем тебе это? Ну, хорошо, поговорить, и что потом? Вы знаете, здесь у многих отыграется, что она хочет с вами остаться друзьями. Ну, понятно, что друзей между бывшими не бывает, поэтому здесь женщина, это скорее, знаете, как, типа, вот как бы к тебе так подобраться, чтобы ты со мной захотел встретиться. Да, я готова даже сказать, что там я ничего от тебя не хочу, кроме дружбы. Ну, а потом, если там что-то получится, да, у нас, то как бы я очень даже буду не против. Поэтому здесь женщина, на самом деле, она хочет вначале, в принципе, просто с вами помириться. Ну, типа, как бы, знаете, вот, ну, некрасиво так расставаться. Ну, некрасиво вот так оставаться врагами. Поэтому давай хотя бы, ну, помиримся, а там, ну, мало ли, может быть, когда-нибудь что-то у нас и получится. Ну, чувства у нее к вам есть. Поэтому, если там, как говорится, тут все индивидуально надо смотреть. Если между вами есть любовь, то тут все шансы восстановить эти отношения. Но опять же, смотря что там между вами происходило. Это уже все в индивидуальном порядке. Так, идем дальше. Какая женщина хочет с вами встречи? Ой, а тут что-то совсем все грустно. Тут вы уже развелись. Здесь развод, слушайте, тут прям вообще что-то так... Что у нас совсем тут, посмотри, какие плохие карты выходят. Вы уже тут и развелись, и тут у него, кстати, уже может быть вообще другой муж. Да, это ваша бывшая, кстати, с которой вы уже в разводе, причем тут вообще может пройти несколько лет. У нее здесь может быть другой мужчина, другой муж. А знаете, что здесь может быть? Вы здесь можете очень круто сейчас измениться. Кто-то из вас здесь, может быть, сейчас купил классную машину, купил квартиру. Может быть, у вас сейчас все пошло вверх. То есть, когда карьера начала улучшаться, ваши какие-то возможности финансовые очень сильно выросли. Вы как-то визуально в лучшую сторону изменились. И она об этом как-то узнала. Может быть, у вас совместные дети, и вы периодически там как-то видитесь, общаетесь. Может быть, она видит вас где-то в городе или знает о том, что у вас в жизни все наладилось через детей, там, через ваших друзей, родственников. Может быть, в соцсетях вас видит. Ну, то есть, как бы... Она узнала о том, что вы очень круто как-то изменились в лучшую сторону. И на сейчас она как-то такая, знаете, встрепенулась. Типа, ой, а что ж там у него такое? А зачем тебе он сейчас нужен? Потому что она вас увидела императора. Угу. А раньше кем вы для нее были? Слушайте, ну а раньше вы были для нее не пойми кем. Знаете, какой-то такой... Ой, перекати поле какое-то здесь у нее было. Вы для нее были перекати поле. Она как-то вас воспринимала то ли как без угла. Может быть, у вас квартиры не было. Может быть, у вас работы постоянно не было. Ну, то есть, как-то она себя чувствовала, что вот вы какой-то... Нельзя на вас положиться, что ли. Может быть, у вас проблемы какие-то постоянно были. Или там с работы вас увольняли. Короче, вот как-то вы не внушали раньше доверия. А вот сейчас вы для нее император. Вот сейчас она поняла, что вот с таким мужчиной, как вы сейчас есть, вот сейчас она бы хотела быть с вами в отношениях, и
она понимает, что сейчас рядом с таким мужчиной, она бы действительно смогла бы уважать и заботиться, и вот любить вас. Ну, то есть, как бы в ее понимании вы стали тем, кем она хотела изначально, чтобы вы таким были. Так, ну да, слушайте, вы сейчас у нее явно вызываете чувства. Поэтому я бы так сказала, что здесь ваша бывшая, которая поняла, что вот то, как вы изменились, она сейчас прям вот на вас смотрит с придыханием и думает, блин, что ж ты раньше такой не был, что ты такой классный сейчас стал. Поэтому смотрите, ну как бы тут у всех ситуаций, конечно же, будут разные, поэтому тут все зависит исключительно индивидуально, но у кого-то здесь женщина действительно второе дыхание может открыться, и здесь действительно можно отношения с нуля начать. Ну, а у кого-то, естественно, здесь женщина просто увидела, что у вас появились деньги, и она решила как бы к вам вернуться, потому что как бы вы сейчас стали выгодны. Поэтому тут каждый смотрите индивидуально. Так, это посмотрели. Дальше. Какая женщина хочет с вами встречи? А тут какая-то женщина, с которой вы редко видитесь, как вот она королева мечей. Смотрите, здесь это может быть ваша доктор, ваш бухгалтер. Здесь может быть ваша соседка, женщина со спортивного зала, не знаю, там женщина из бассейна, женщина, вот с которой вы могли познакомиться вот в каких-то общественных местах, с которой вы, ну, как бы иногда видитесь, то есть, как бы тут между вами нет ничего, по сути. Здесь женщина, с которой вы даже особо-то и не общались. Ну, может быть, там перемигивались, такое вот там привет, привет, пока, пока, или там здравствуйте, до свидания. Вот такое ощущение, что какой-то минимальный разговор там был, такой ни о чем. Но вот вы как-то женщине этой приглянулись. И женщина здесь свободна, сейчас находится в поиске. Каких отношений ты хочешь? Семейных. Тут барышня серьезно настроена. Здесь женщина, которая, в принципе, знаете, как вот она могла пытаться вам мозолить глаза, в том плане, что она могла вот достаточно часто появляться перед вами, когда вот вы находитесь в этом месте. Может быть, это менеджер в банке, и она вот когда видит вас, она старается сама вас отпускать. Может быть, если это в спортивном зале, то вы видите, как эта женщина вот вокруг вас как-то там кругами наяривает. Если это ваша соседка, она может там вот частенько к вам заходить, там искать какие-то поводы для того, чтобы с вами как-то пообщаться. Ну, то есть, как бы подумайте, как эта женщина проявляется, но в любом случае вы ее 100% должны были заметить, если это ваша ситуация, потому что здесь человек вот, да, пусть она вас там никуда не приглашала, но она пыталась очень активно вам, знаете, как запомниться, что вот смотри, вот я есть. Здесь женщина как бы за вами наблюдала, кстати. То есть она пыталась рассмотреть, там, если у вас на пальце, например, обручальное кольцо, там, сам ли вы в спортивном зале, либо вы там с кем-то. Если, например, это ваш менеджер, то она всегда будет проверять регистрацию в вашем паспорте. Ну, то есть, как бы, вот такие мелочи для того, чтобы вот понять, то есть, что вы за мужчина, если у вас семья и женаты вы, либо свободны. Поэтому барышня тут вот, она очень сильно, на самом деле, смотрите, то есть, тут и симпатия к вам, и такая, знаете, типа, блин, какой, вот ей здесь визуально можете нравиться. То есть, здесь про то, что и тело ваше нравится, и внешность ваша нравится, и как бы то, как вы здесь одеты, ей нравится, то есть, ваш стиль, вот, то, как вы себя несете, скажем так. То есть, если у вас, например, есть машина, и она это знает, то она здесь как бы вот может именно еще смотреть, как вы одеты, на какой машине вы приезжаете. То есть ей очень важны вот эти детали, потому что женщина здесь смотрит в общем целом вот как бы на всю картинку. И здесь женщина, посмотрите, то есть она очень сильно хочет, чтобы вы тут куда-то пригласили, да, какой-то подарочек подарили, написали, позвонили. Поэтому обратите внимание, вот кто похож на это описание, и здесь можно спокойно знакомиться. Так, мальчики, на этом все.
Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Для обращения за личными гаданиями мои контакты на экране. Обращайтесь. На этом я с вами прощаюсь и всем до новых встреч. Пока.